Мне часто пишут, что гантеля – это очень технически сложный мотоцикл, который безумно дорого обслуживать, а если, не дай бог, что-то сломается, то это прям беда бедовая. На самом же деле, самым технологическим и технически сложным мотоциклом я считаю водяные оппозиты у BMW. Конкретно вот у меня с правой стороны стоит гусь 2013 года. И как видно, он у меня стоит с демонтированным двигателем. Дело в том, что именно в 2013 году, когда начали производиться 1200-е водяные моторы, они вышли на рынок достаточно сырыми, с энным количеством прям откровенных таких косяков, из-за которых порой эти двигатели разваливались еще на гарантии. И для того, чтобы без проблем ездить на этом мотоцикле, надо сделать с ними определенные действия. Потом эти косяки начали допиливаться, 2014 год уже был гораздо более удачным и так далее, и так далее, и так далее. И считается с завода условно лишенной недостатков версия 1250. А с вами сегодня я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Решил немного рассказать вам про особенности водяных оппозитов 2013 года выпуска, так как они самые доступные на рынке и чаще всего люди, которые хотят познакомиться с водянкой, покупают именно этот год выпуска. Если честно, по сравнению с гантелей, все, что я вам сейчас расскажу, выглядит, прямо скажем, так себе. Потому что гантеля, когда вышла на рынок и начала продаваться в 2011 году, не имела ни одного весомого дефекта, из-за которого были бы прям вот такие проблемы чуть ли не в гарантийный период с двигателем. Да и в принципе с коробкой тоже у них было в целом все нормально. Здесь же их целый букет. Итак, что же нужно знать, купив такой мотоцикл? Начну с самых безобидных болячек и закончу самыми страшными. Итак, первая болячка – это износ рокеров на головках, которые находятся между кулачками распредвалов и непосредственно клапанами. Когда проверяются зазоры, необходимо контролировать их состояние. Как правило, съедает и рокера, и кулачки на распредвалах. Это очень дорого менять. Иногда бывает такое, по крайней мере есть такой миф, я сам в жизни ни разу не видел, чтобы изнашивались только рокера, но многие говорят, что типа если вовремя заменить рокера, распредом ничего не будет. Я встречал, что если износ, то износ везде, потому что пара трения, как ни крути, изнашивается вся. Считается, что эту вещь допилили, но в реальности весь период выпуска 1200 эти кулачки изнашивались. И даже я бы сказал, что 13-й год здесь не самый неудачный. Тут даже в каких-то типа там 16-17 было чуть ли не похуже. Есть такая версия. Но опять же, то есть факт остается фактом, что в отличие от той же гантели, где на практике никогда не уходят клапанные зазоры, то есть она может 150-180 тысяч проехать и ни разу не потребовать регулировки клапанов, и весь этот клапанный механизм у нее будет в идеальном состоянии, здесь обязательно по регламенту лазить раз в 30 тысяч, смотреть эти зазоры, смотреть на кулачки, постоянно, в общем, держать в тонусе одно очень такое мягкое место, чтобы не попасть на очень большие деньги. Но это в общем и целом фигня, потому что для этого двигатель скидывать не надо, клапанные крышки скидываются за 5 минут, и в целом ничего страшного в этом нет. Ну, понятно, что больновато, но не страшно. Куда более страшно вот то, что мы видим сейчас, потому что это как минимум разборка половины мотоцикла. Там я сейчас говорю только про особенности, не про поломки. Значит, там бывает сразу несколько проблем. Во-первых, на корзине сцепления есть большая крепежная гайка, которую BMW в первом году выпуска как-то то ли неправильно затягивала, то ли не сажала на фиксатор. В общем, она имеет свойство раскручиваться. Я уже как-то снимал на эту тему шортс, что выглядит это так, что коленвал крутит корзину сцепления, корзина сцепления крутит балансирный вал, к которому она прикручена, то есть корзина сцепления сидит на балансирном валу на шпонке. И далее от этого балансирного вала цепью приводится в движение правая головка, распредвалы в правой головке.
И в случае, если эта гайка начинает раскручиваться, цепь протирает об картер, она рвется и ее жует коробкой. Как правило, замена двигателя в сборе. Поэтому, если эта процедура никогда не делалась на мотоцикле 2013 года, это, кстати, есть на эту тему сервисные акции у BMW, ну, только в России на серые мотики это, насколько я знаю, не делают. Вот, ну, то есть по ВИНу можно эту информацию проверить через дилеров, то есть есть ли у вас эта проблема и рекомендовано ли конкретно вам этим заниматься. Нужно, получается, эту гайку откручивать, по-хорошему менять, промазывать фиксатором и затягивать ее правильно. Тогда эта проблема не произойдет. В основном они проезжают 1030-40, потом зона риска, то есть на совсем новых мотоциклах гайка обычно не откручивалась. Дальше идет следующая проблема. Это прям большое слово генератор. Если на старых поколениях, на сухих оппозитах нужно было половинить мотоцикл, чтобы добраться до сцепления, и там эта проблема неоднозначна, у кого-то ходит сотни, у кого-то на 15 тысячах пробега потек сальник на сцепление и все попал. Я таких вариантов видел много, не надо вот адепта сухих оппозитов сейчас писать, какие они там безумно надежные. Это прям постоянная зона риска, то есть сальник от старости потек, причем где-нибудь сзади первичного вала, через вал масло вытекло на диск, его раскидало, и ты остался без сцепления. Это вот, классическая история, так бывало у людей, и это очень неприятно. Я вообще не люблю сухое сцепление, тут не знаю, кому что, наверное, больше нравится. Значит, здесь сцепление меняется легко, оно нормальное, уже многодисковое, но, к большому сожалению, здесь коробка сзади, и генератор стоит между коробкой и двигателем. И генератор здесь уже не как на старых мотоциклах автомобильного типа, который никогда не ломается. Кстати, на гантеле он тоже такой. То есть с ним никогда на гантеле ничего не бывает. А генератор здесь стоит уже обычный мотоциклетный трехфазный с классическим реле-регулятором. И с этим генератором происходят проблемы. Но я не рассматриваю варианты, что он просто может там умереть, сгореть или что-то. Это понятно бывает, это неприятно, прям совсем неприятно. Ну, что поделать. Здесь есть такой нюансик, что ротор генератора, который также находится между коробкой и двигателем, имеет, насколько я помню, 6 болтиков таких под торкс. И они прикручивают обгонную муфту стартера к ротору генератора. Значит, эти болтики на 2013 году тоже забыли посадить на фиксатор. И также по ВИНу можно пробить через дилеров информацию о том, есть ли у вас с завода эта проблема. То есть в случае, если проблема есть, то немцы пишут прям «Ахтунг, Ахтунг». В случае, если эти болтики начинают выкручиваться, это дело просто в мясо размолачивает генератор, и в удачном варианте вы это вовремя замечаете, грузите мотоцикл на эвакуатор, меняете генератор, там все вместе, что там к этому узлу относится, и катаетесь дальше. А в неудачном варианте тоже можно попасть на двигатель, потому что эти ошметки сразу же попадают в коробку, их может засосать там в маслонасос и куда угодно. А маслонасос, по-моему, является частью картера. В общем, это все очень печально. Лучше с таким не сталкиваться. Чтобы этой проблемы избежать, нужно заранее снять двигатель, снять с него коробку, открутить эти болтики. В принципе, на практике достаточно их промыть, намазать фиксатором резьбы и затянуть обратно. И, в принципе, эта проблема тоже у вас не произойдет. Вот это, в принципе, наверное, основное, что я хотел сказать про водянку. Также у водянок 13-го, 2014 и 2015 года есть проблема, которая у нас обнаружилась здесь. Это люфт подшипника первичного вала в корпусе коробки. Когда он появляется, начинает очень странно вести себя сцепление, как будто чуть-чуть не дожиматься. Ну и в общем, когда этой проблемы не было, человек ее сразу замечает обычно. И необходимо заменить коробку. Причем коробку BMW даже во всей своей документации рекомендует менять на коробку, начиная с какого-то там, по-моему, месяца 2016 года. Потому что она доработана, там уже устранена эта проблема, и она типа дальше беспроблемная. Значит, коробка меняется не просто одну снял, другую поставил. Помимо коробки нужно еще от того же свежего года поставить стартер, шток сцепления и еще какую-то мелочь, В общем, обычно
если на разборках люди соображают, они этот комплект могут полностью собрать. Стоит это все, естественно, денег, как и все в нашем бренном мире. Но вот такие вот нюансы и такие вот особенности. Поэтому, если вы хотите купить себе водяной оппозит, и особенно по низу рынка, а это будет старый год, то просто либо, значит, ищите мотоцикл, на котором все это сделано, причем подтверждено заказ нарядами, либо просто будьте готовы, ну, скорее второе, потому что мотоцикл, на котором все это сделано, найти маловероятно. Большая часть людей об этих проблемах не знают, либо устраняют какую-нибудь одну, либо что-то в этом духе. А еще лучше брать мотоцикл после 2016 года, а еще лучше брать 1250. В общем, короче, чем свежее оппозиты водяные, тем они, соответственно, более надежны и имеют меньше врожденных каких-то проблем. Поэтому гантеля мотоцикл идеальный. Но если вы хотите себе водянку, покупайте водянку. Она, кстати, классная. На самом деле, я хорошо очень отношусь к водяным оппозитам, прям намного лучше, чем к сухим. Потому что, ну, определенный гемор есть и там, безусловно. Но, в принципе, если этот мотоцикл достаточно свеж, уже допилен заводом максимально, то он может проезжать там и 150, и 200 тысяч километров. Есть такие примеры мотоциклов, и мотору не ходит. То есть, обслуживая его нормально, лей туда нормальное масло, и все с ним будет хорошо. Вот. Но гантелю допиливать не надо. Такая тема. Наверное, просто я не очень люблю гусей, поэтому рассказываю о них в таком ключе. Но, с другой стороны, о таких вещах говорить не принято, и я думаю, что о них все-таки лучше знать, чем не знать. Да, я думаю, что я породил сейчас очень много гневных или не очень комментариев, или там про, там, не знаю, BMW говно, или все что угодно. Ну, давайте, ребят, пишите, я очень буду рад почитать все, что вы напишете. Я все комментарии читаю, на интересные отвечаю. Вот, то есть получается, что я адепт марки, а тут я как-то внезапно взял ведро с грязью и немножко облил. Но на самом деле ничего такого смертельного в этом нет. В сегодняшнем мире, когда новое позволить себе тяжело, мы вынуждены со старым как-то дружить. А альтернатив мотоциклам BMW, как известно, у нас не особо. Надеюсь, что было интересно. С трудом нашел это окошко в загрузке, чтобы записать вам это видео, потому что у нас вот только один мопед установился, мотор мы тут течь. Масло устраняли с полным разбором мотора. Вот сюда мы сейчас будем, надеюсь, мы сегодня успеем установить мотор. Там еще на улице стоят два мотоцикла, на которых надо снимать моторы. В общем, движа у нас полно, очередь большая. Если кто-то хочет записаться, то запись плановая уже примерно на зиму. Срочная мы, бывает, пытаемся как-то мимо очереди пропихивать, но это тоже получается с большим трудом. В общем, по любым сервисным вопросам пишите мне, пожалуйста, в WhatsApp. Самое главное, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. И нажмите, пожалуйста, на колокольчик. Это очень важно для меня и помогает мне развиваться. Всем удачи, всем пока!